Друзья, всем привет! Сегодня мы снова отправимся с вами в экспедицию. Вы видите перед собой персонажа, которым я сегодня пойду, и оружие, которое я буду применять. Сегодня это будет копье, ничего не буду экспериментировать, пойду по стандарту, чтобы просто-напросто взять и пройти вот эти этажи. Подписывайтесь на канал обязательно, если вы этого еще не сделали. Ставьте большие пальцы вверх, а также колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Ну что ж, в принципе, я думаю, что можно приступать к экспедиции. Надеюсь, что сегодня дроп будет меня очень радовать. Ну и, соответственно, вы порадуетесь за меня. И первый этаж, который мы сегодня будем проходить, это 170 этаж. Задание звучит так, что скорость атаки повышена на 20%. Я надеюсь, что будут сейчас хорошие скиллы. И потом в конце я получу очень хорошие награды в виде топовых осколков, топовых персонажей. Окей, по скиллам что-то такое в принципе не сильно. Это просто сферы. Ну, я думаю, что и сферами можно будет справиться. И вы видите, это волны. На 170 этаже у вас будет стоять задача это убить мобов, которые будут на вас идти волнами. Хорошо, что сферы, в принципе, разделываются с мобами, нет никаких больших проблем, тем более, когда они меня коцают, не так много сносят. Тень, хорошо, что у меня очень прокачана, ребят, и, наверное, вот это играет очень хорошую роль. Конечно же, моя тень не выглядит монструозно, как у ребят, которые я видел скриншоты по 26 тысяч атаки, но, тем не менее, у нее сейчас 3-я звезда. Скоро мы с вами совсем будем прокачивать звезды моим персонажам, вы посмотрите, насколько они у меня прокачаны. Я тоже думаю, что это будет интересно, но об этом мы поговорим уже в следующем видосе. Сейчас мы добиваем последнюю, наверное, нет, предпоследнюю волну мобов и будем двигаться дальше, смотреть, какие награды мы получим, а также двигаться на 175 этаж, посмотрим, что нам там упадет. Итак, ребят, что же нам все-таки падает? Я надеюсь, что что-то хорошее, и это у нас, в принципе, 3 Бонни, 2 кота. Окей, мне нравится, потому что Бонни это такой, знаете, персонаж невгласно один из топовых, который можно использовать в PvP режиме, так что это все очень и очень хорошо. Следующий этаж это 175. Надеюсь, что тут волн уже не будет. По скиллам, конечно же, двойную стрелу вперед мы возьмем. Дальше, я думаю, диагоналки, скорость атаки и саму атаку. И, в принципе, будет все хорошо. Да, ребят, здесь нет волн, так что это очень и очень быстро проходится. И знаете, как я говорю, халявные осколки персонажа мы получаем просто за каких-то 25-30 секунд. Надеюсь, что сейчас будет что-то действительно поистину хорошее. Итак, давайте смотреть, что же мне все-таки падает. Да, ребят, это похуже, конечно, что было в первый раз, но, тем не менее, халявные осколки, почему бы и нет. Надо их забирать, потому что все-таки я всех персонажей хочу прокачать до максимальных звезд, чтобы уже смотреть вообще, насколько они крутые, тестировать их, а также смотреть, какие бонусы они будут давать и выводить своего персонажа, как вот у многих я говорил, что есть атака уже по 20 тысяч, по 25 тысяч. Хочется догонять ребят, и чтобы было все очень-очень круто. Так, окей, сейчас у нас боссы, ребят. Боссы очень Вау, вау, вау. Вот это они коцают, конечно. Смотрите, одна тычка от босса, и у меня минус 15 тысяч хп. А их 3. Значит, надо убивать первого очень и очень быстро. За то время, которое, вот видите, обратный отсчет 15 секунд, каждое вот это время будет появляться новый босс. Соответственно, надо быстрее убивать, чем 30 секунд проходит. Первого мы сносим, второй тоже. Я не люблю, на самом деле, эту свинью, или как ее там можно назвать, волка. Он прыгает, бегает, он такой быстрый, ну, короче, не очень хороший персонаж игры, да, но мы тоже с ним справляемся. И червяк, ребят, это не тот червь, которого мы все фармим для фермы, но я думаю, что в скором времени будут появляться новые боссы, новые персонажи, которых мы будем тоже с вами качать, потому что ферма, наверное, вот это одна из таких вещей, которая будет развиваться в этой игре, в принципе, постоянно. Отлично, добиваем 3-го, и думаю, что вот сейчас точно должно быть что-то хорошее, ребят. Затаим дыхание и... Вау, ну класс, на самом деле Райан, 3 осколка Райана для меня, для человека, который ни разу не покупал боевой пропуск, 3 Райана выглядит просто как дар какой-то, да, это очень и очень круто. И я вам больше скажу, что дальше я буду Райана использовать в экспедиции, потому что я уверен, что в некоторых уровнях он будет заходить как не есть самое лучшее из всех персонажей. Окей, двигаемся дальше. Следующий у нас этаж, который мы будем сейчас проходить. И здесь, в принципе, тоже не волны. Это проходится очень и очень, ребят, быстро. Так что, вот видите... 3 секунды, там, да, 5 секунд, 28 тысяч золота, плюс пройденный этаж, и плюс еще и осколки какие-то. Ну,
По осколкам здесь, конечно, не сильно хорошо, но тем не менее, как я говорил неоднократно, халявные осколки — это всегда очень-очень круто. Так, 190 этаж у нас следующий, ребят. Давайте переходить к прохождению этого этажа. И покуда я буду проходить этот этаж, ребят, я делал голосование, там, где спрашивал, стоит ли возвращаться к стримам. Вы сказали, что и да, и нет, но понимаете, когда 70% было бы хотя бы за стримы, да, тогда можно было, в принципе, их проводить. Но сейчас я посмотрел на это все и вижу, что около 40% людей не хотят стримы, соответственно, я делать их не буду. К сожалению. Я думал, на самом деле, делать там один стрим в 2 недели, так, чисто разговорный какой-то, пообщаться с вами, посмотреть, что-то рассказать вам, что-то вы мне расскажете, какие-то, возможно, челленджи, может быть, какое-то прохождение, PvP-режим, поиграть в PvP с подписчиками, но я увидел, что вам, ребят, это просто не надо, и, соответственно, тогда, без стримов. Окей. Итак, смотрите, это медуза, друзья. Все вы знаете, что мы любим медузу фармить, чтобы нам выпадало яйцо медузы. И медуза является одним из таких хороших, очень хороших, добротных персонажей, вот как боссы, да. Но сейчас, к сожалению, нам медуза не упадет, как она обычно часто падает, да. Но она нам приносит, во-первых, 40 тысяч золота и, ребят, еще и какие-то осколки. Давайте смотреть, что за осколки с ней падают. Итак, 3 Тараниса, 2 Анира плюс колдун черепа, если я не ошибаюсь. Это тоже очень классное яйцо. Говорю вам сразу, что это, наверное, одно из топовых яиц, которые можно выбить. И это будут, ребят, не боссы, это просто будут мобы. Ну и я думаю, что это последний этаж на сегодня. Это 200-й. Мы получим 5 осколков, если пройдем. И давайте набирать скиллы. Так, рикошет 100%. Без рикошета, в принципе, здесь никуда не деться. Так, а теперь давайте смотреть, что здесь будет падать. И, я думаю, скорость атаки, крит, заморозка и дух ярости или яд, там что-то в этом роде. Не сильно хорошо, что обратно волны, это немножко затянется. Волны проходятся где-то около 2-3 минут. Но что поделать, надо 200 этаж проходить. Следующие этажи, ребят, я буду таким же образом проходить, думаю, до 300 или там до 350, а уже после этих этажей будем проходить каждый этаж там вот отдельно, да, то есть я думаю, тоже это будет интересно, как раз эти этажи такие сложные, я уверен, что многие из вас еще не прошли эту экспедицию до конца, но те, которые прошли, вам, конечно же, большие пальцы вверх, респект, вы реально очень крутой игрок. Так, у нас остается еще 2 волны, вот этих слизняков, конечно, очень долго бить, они еще и вот героического режима, и, наверное, все-таки здесь надо брать косу, коса очень будет сильно заходить дальше, и я думаю, что вот после 200 этажа я буду все этажи проходить косой. И, возможно, это будет персонаж Райан. Вот пока еще тут точно не могу сказать, но что-то в этом роде по-любому будет. Вы обязательно узнаете, кем буду я проходить и какое оружие я буду брать. Итак, добиваем последних мобов с этой волны и будем переходить к наградам, забирать то, что нам нападало. Конечно, золото бустится в экспедиции прям очень и очень сильно. Я в последнее время, ребят, не хожу в близкую опасность, но золота не хватает, а вот экспедиция дает. Окей. Осколки не сильно хорошие, но что есть, то есть. Ну что ж, ребят, на сегодня я думаю, что будем заканчивать. Следующие ролики будут выходить, в принципе, как я и планирую, раз в 2 дня. Будем смотреть, если что-то будет не так, вы обязательно об этом узнаете. В общем, вам всем спасибо, друзья, большое за просмотр. Поддерживайте большими пальцами вверх, подпиской и до скорых встреч. Пока-пока.